Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Какая женщина сходит по вам с ума? Как всегда, для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и смотрим, что сейчас происходит в вашей жизни. Так. Вы такой товарищ довольно активный и страстный. Я бы сказала, что вы, такой большой любитель интима. Почему-то мне сразу пошла такая информация именно про интим, да. Возможно, у кого-то из вас проигрывается, что давно не было интима, либо же очень редкий. Ну, то есть, помимо того, что вы любитель, но вы испытываете, скорее острую нехватку вот именно вот этих вот сексуальных отношений с женщиной. Вы семейно ориентированный человек. Вы настолько вот, я бы сказала, наверное, домашний, что ли, вот очень светлый, какой-то, вот знаете, вот человек со светлой душой, что ли. Вы щедрый, вы знаете, вот если к вам по-хорошему, если вот просто подойти что-то попросить, да, либо же помочь, либо деньгами, да, вот, но вы последнюю рубашку с себя снимете, вы такой добряк, и, как правило, многие женщины, особенно по жизни, вами пользовались, вот именно вашей добротой пользовались. Вы знаете, вот вы такой человек еще, может быть, это даже вот от воспитания вашего идет, от родителей, да, вот как-то, вот вы считаете, что отношения должны строить двое. Это правильно, конечно же. И мужчина, и женщина должны работать вместе, да, вот обоюдно, как-то вот и семью, не только дом, но и семью строить вместе, отношения строить вместе, вот кирпичик по кирпичику, да, вот условные кирпичики в отношениях. Потому что мне напоминает, знаете, вот семья либо отношения напоминает механизм часов. Вот если один винтик выпадет, да, механизм останавливается. И вот вы вот приблизительно так считаете, что нужно, вот знаете, вот отношения нужно постоянно поддерживать, нужно их строить, поддерживать. Вот эти вот, знаете, вот, чтобы искры любви, вот эти флюиды, да, вот чтобы оно витало постоянно в воздухе. Вот этот костер любви нужно поддерживать, отношения нужно поддерживать, потому что иначе они угаснут. Вы, довольно такой вот именно семейно ориентированный человек. Несмотря на то, что вы очень любите, да, интим, то все равно вы не будете размениваться на всех подряд женщин. Вам нужна одна единственная ваша королева, которую вы будете любить и боготворить ее. Еще, знаете, вот вы такой человек, что вам даже, я бы сказала, наверное, вот если бы вы воспользовались услугами, там, я не знаю, девочек по вызову, да, либо просто каких-то одноразовых связей, да, вот если бы вы кого-то просто на ночь использовали, то к утру вам бы было просто противно, да, вот. Противно, мерзко, вот что вот такое произошло, да, что это, сродни грязи какой-то. Вот как будто окунули себя в грязь. Вот это вот одноразовая связь. Вы такой, знаете, еще правдолюб, я бы сказала. Вы будете до конца отстаивать свою точку зрения. Очень активный, вы такой, да, деятельный человек, вы много чего знаете, много чего умеете. Ну, возможно, некоторые из вас, такие прям мастер на все руки, о таких говорят. То есть вы владеете многими сферами, я бы сказала, да, может быть, у вас даже есть несколько специальностей, которыми вы владеете, не только там, где вы работаете, много чего умеете. Хотя вот как-то жизнь у вас течет сейчас очень степенно. Рядом женщины возле вас я не вижу, с женщиной вы, скорее всего, расстались. Причем надежды вот есть у вас на светлое будущее, именно на светлое будущее, на новую женщину. Вам очень хочется новую женщину, новых отношений. Даже, я бы сказала, может, скорее семьи вам хочется, не просто каких-то там отношений, а вот именно, знаете, вот когда все вместе, когда засыпаешь и просыпаешься вместе, вот таких вот очень близких
и теплых отношений вам хочется. Итак, давайте-ка посмотрим, кто сходит по вам с ума, да, вот как называется наш расклад, какая женщина пришла к нам сегодня на расклад. А вы узнавайте, знаете вы ее или нет. Смотрите, значит, женщина, у некоторых из вас может проигрываться эта переписка по интернету с этой женщиной. Вы с ней общаетесь, но я не могу сказать, что вы так прям очень давно и очень плотно общаетесь. Это может быть какая-то дружеская, на первый взгляд, переписка. Но женщина вот настолько, знаете, вот она как-то, ну, нацелена, ну, чуть ли не на свадьбу с вами, да, вот как-то в переписке вроде бы вы воспринимаете ее, может быть, еще пока что, ну, несерьезно, что ли, да, вот как-то, ну, более легко вы ее воспринимаете. А она уже, знаете, вот как, ну, в шутку говорят, женщина, когда знакомится с мужчиной, она все, она через 2 минуты уже мысленно вышла за него замуж, родила детей, то есть она мгновенно уже все, поженила, родила. И вот приблизительно она так, она вот со своей стороны, да, со своей колокольни, вроде бы это дружба, но она уже все, она уже нацелилась на свадьбу, на отношения, она уже хочет, чтобы вы примчались к ней, да, она уже мысленно нарисовала, как вы встречаетесь, она уже придумала встречу, как она вас встречает, ждет. Ну, то есть такая дама очень активная, да, может быть, даже у некоторых из вас, вот кто общается, особенно вот в переписке, она может быть, знаете, еще дама такая вот, ну, более активнее, чем вы, я бы сказала, наверное. Она может первая вам писать, она может больше задавать вопросов, чем вы ей. Ну, как-то вот больше она, может быть, инициирует вот эти ваши вот переписки, общения. Теперь смотрите, поскольку это общий расклад, да, у некоторых из вас еще может проигрываться, вот если, допустим, сейчас у вас нет переписки ни с кем, то это может произойти, допустим, в скором времени, да, но это женщина, которая вот пишет вам, да, в какой-то вот переписке именно вы с ней будете общаться, либо же уже кто-то общается. Причем эта женщина довольно такая, знаете, ну, моложавая, я бы сказала. Она, ну, моложе вас, это точно, 100%. И, скорее всего, она такая вот русоволосая, светловолосая дама. Она такая, знаете, вот, ну, я бы сказала, спокойного, скорее, темперамента. Спокойная, рассудительная, она 100 раз обдумает, прежде чем что-то делать, она не будет бросаться в омут с головой. Да, мысленно она уже придумала, это многие женщины так делают. Она уже прикинула, вот как если бы выйти замуж, там детей родить, туда-сюда. Ну, большинство, в общем-то, женщин такие. У нас очень сильно развита вот наша фантазия, да, вот женщины себе могут иногда такое нафантазировать, что у мужчины просто взрыв мозга был бы, если бы он узнал это. То есть смотрите, это дама, которая очень неспешно будет развивать эти отношения. Да, она их инициирует, она может первая писать, но она не кинется, допустим, сразу там в постель к вам, она не будет вот в наглую лезть, потому что некоторые женщины бывают в наглую, да, вот начинает и свидания назначать мужчине, там и в гости приглашать и так далее. Это нет. Да, она может написать первое, чаще там, да, чаще, чем вы, либо же больше вопросов задавать, как-то больше поддерживать ваше общение. Мужчины по своей природе, они более холодно могут, более сухо иногда отвечают. Не все, конечно, но многие так делают. У женщин вообще по своей природе, я вам скажу, словарный запас намного больше, чем у мужчин. И потребность выговориться у женщин намного больше. Я думаю, некоторые из вас это тоже знают. Поэтому она будет очень так постепенно развивать с вами отношения. Так, что же будет дальше?
Вот она очень, да, она очень одиноко себя чувствует, ей плохо, ей одиноко, у нее тоже нет сейчас мужчины рядом. В общем-то, в этом вы похожи. Она хочет, знаете, вот с вами, вот начиная вот с вашим знакомством, с начала вашего знакомства, хочет кардинально поменять жизнь. Вот вы ей настолько понравились, да, пусть пока это в переписке. Вот некоторым это кажется глупо и смешно, да, переписки. Но на самом деле далеко не все развлекаются вот в переписках. Но не все. Сейчас вообще такое время интернета, да, вот онлайн-жизнь сейчас у многих причем. Многим даже проще познакомиться по интернету, да, послать какой-то смайлик и все. А на улице уже, ну, как-то неудобно, да. Далеко не каждый может на улице просто подойти, улыбнуться и познакомиться. Вот. То вот, знаете, женщина очень себя одиноко чувствует, а с вами как-то вроде бы в дружеской переписке, но вот она, знаете, как будто родственную душу обрела, что ли. Ну, и либо же у кого еще нет этой ситуации, то, возможно, в скором будущем она будет, да, вот с вами как-то ей вот надежно и спокойно, хотя это еще, ну, нельзя назвать любовными отношениями, да, вот просто всего лишь какая-то безобидная переписка, казалось бы. Вот она в вас видит, знаете, вот даже в переписке, я вам скажу, она в вас видит надежного человека, умного человека, да, возможно, вы там что-то и рассказываете, формулируете фразы как-то так серьезно, да, потому что я вам еще скажу маленький секрет. Многие женщины обращают внимание, насколько грамотно мужчина пишет, да, потому что некоторые умудряются в одном слове по 2-3 ошибки сделать, конечно. Но женщины на это обращают внимание. Вообще, по своей природе, я вам скажу, вот смотрите, у нас мужчин и у женщин восприятие отличается. Это маленькое такое отступление. Мужчины больше воспринимают вот предметы какие-то, либо же женщину, ну, в целом, да, вот как целый образ. Женщины, наоборот, женщины воспринимают и мужчину, и предметы вообще вот до мелочей. Они воспринимают, знаете, вот как будто вот сначала вот ну, по сантиметру, грубо говоря, да, вот какие плечи, как одет, как обут. Ну, то есть структурированное восприятие, а потом уже вот оно все переходит в целый образ, да, вот нравится человек или нет. Женщина всегда обратит внимание, ну не все, конечно, но многие, насколько чистая обувь, насколько опрятно одет мужчина, да, вот. То есть из вот этих маленьких крупиц складывается мнение о мужчине в целом. Мужчина же вот как-то, ну, он больше ориентирован на цельное восприятие, а потом уже он будет там, может быть, что-то другое оценивать. Вот. И плюс еще я вам скажу, вот, те, кто из вас, допустим, считает, что любви по интернету не бывает, то я вам скажу, что это не так. Потому что, ну, человеческая психика так устроена, что мы можем влюбиться даже в придуманный образ, я вам скажу. Я знаю массу примеров, когда люди просто переписывались, да, вот еще они не виделись. Но уже в голове вот вы представляете, да, вот образ женщины. Ну, даже пусть фотографию вы ее видели, но все равно вы ее наделили мысленно какими-то качествами. Вы, ну, придумали ее, да, вот именно образ ее придумали. Хоть вы, может быть, и по телефону общаетесь, да, живьем просто не виделись. Но очень часто, это вам скажет любой психолог, что мы можем влюбиться даже в образ. И поэтому вот в чем загвоздка. Бывает, нарисуешь себе, допустим, да, человека, пока общаешься по интернету, красивый образ, шикарный, ну, в общем, на 10 баллов просто. А встречаешься в жизни с человеком, а человек другой. Он совершенно не такой, да, у него нет тех качеств, которые вы себе придумали, нарисовали и в них же влюбились. В жизни и в наших мыслях, вот в образах люди абсолютно разные. Да, какие-то черты могут совпадать, но, как правило,
много чего не совпадает. Мы просто придумываем и сами же влюбляемся в этот красивый, классный образ. Так что нужно очень осторожно относиться, конечно, к таким вот интернетным знакомствам, я бы сказала, в этом плане. Либо же, знаете, вот я бы советовала еще как можно скорее их перевести в реальную жизнь. Вот если кто-то из вас долго переписывается с женщинами, ну старайтесь как можно быстрее хотя бы увидеться с ней, да, и тогда вы будете иметь полное реальное уже представление, что это за женщина, что это вообще за человек, да, и на что она способна. Вот. А в данном раскладе вот дама, она вот реально нацелена на отношения. Вы ей понравились, еще раз повторяю. Вот вы ей понравились именно вот для серьезных отношений. Да, посмотрите, вот она нарисовала точно так вот образ ваш, да, вот она нарисовала, она еще вас не видела, ну или же в будущем, да, мы говорим, у кого еще нет такой ситуации. Вот. Она вас нарисовала себе, она влюбилась в ваш образ. Ей плохо, ей одиноко, а тут вы, да, вот с вашей перепиской, вы пытаетесь, ну как бы, вы для нее как своего рода вот, ну как назвать, ну не то чтобы палочка-выручалочка, вы для нее вот, ну отдушина, наверное, какая-то. Вот настолько и комфортно, классно с вами общаться, пусть это пока на расстоянии, пусть по интернету, но вот еще раз повторю, она нацелена именно на совместные стабильные отношения, а не на просто какой-то там роман и романтику, мимолетную романтику я имею в виду. Вот как-то так, такая довольно интересная дама выпадает, очень такая, знаете, серьезная, очень, ну я бы сказала, абсолютно она не нуждается в чьих-то деньгах, поступлениях, потому что она сама довольно неплохо зарабатывает. Она не денежно ориентирована, это 100%. Поэтому можете даже не переживать, да, вот у кого есть, либо же будут такие вот общения по интернету, это не охотница за вашими деньгами. Но все-таки я бы вам рекомендовала, если у вас есть, либо же будут такие вот виртуальные знакомства, отношения виртуальные. Конечно, отношениями это тяжело называть, но все же. Я бы вам все-таки, еще раз повторюсь, рекомендовала как можно быстрее перевести их все-таки в реальные отношения. И здесь уже вы расставите все точки над «и», посмотрите, что это за человек, какой он и чем дышит. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И всем пока!